Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я делюсь рецептом вкуснейшего пирога со сливами и маковой начинкой. В пироге идеально сочетается тонкий мягкий слой из дрожжевого теста, нежнейшая ароматная маковая начинка и сочные сладкие сливы. Без преувеличения могу назвать этот пирог самым вкусным пирогом со сливами. Для теста мне понадобятся следующие ингредиенты. Тесто замешивается быстро. В миску просеиваю 250 граммов муки. В центре делаю углубление, кладу 20 граммов прессованных дрожжей, добавляю 3-4 столовые ложки теплого молока из общего количества. Молоко предварительно нагрела до 35 градусов. Накрываю пленкой и оставляю так постоять в теплом месте буквально минут 10-15. А пока подготовлю другие ингредиенты. В другую миску вливаю оставшееся теплое молоко, добавляю 40 граммов растопленного сливочного масла, остудила его до комнатной температуры, одно яйцо и 30 граммов сахара. Все ингредиенты просто перемешиваю. Полученную смесь вливаю в дрожжи с мукой и замешиваю тесто. В процессе замеса я добавила еще примерно 20 граммов муки. Вот до такого состояния нужно его вымесить. Тесто получается мягкое, эластичное и практически не липнет к рукам. Возвращаю тесто в миску, накрываю пленкой и убираю в теплое место для подъема минут на 40. А пока займусь начинкой. Это те продукты, которые мне понадобятся для начинки. В кастрюлю с толстым дном всыпаю 300 граммов сухого мака. Вливаю по 250 миллилитров молока и сливок. У меня сливки жирностью 10%. Кастрюлю ставлю на плиту и при постоянном помешивании довожу смесь до кипения. Как только закипит, снимаю с огня и даю постоять минут 10-15, чтобы набух мак. Тем временем в другую миску вливаю один желток, всыпаю 100 граммов сахара, добавляю цедру одного лимона, это примерно 1 чайная ложка, 40 граммов растопленного сливочного масла, я его остудила до комнатной температуры. И теперь добавляю 40 граммов кукурузного крахмала, разведенного в небольшом количестве холодной воды. Это около 50-60 мл. Все ингредиенты перемешиваю до их объединения. Добавляю в маковую начинку. Еще раз перемешиваю и возвращаю кастрюлю на плиту. На среднем огне довожу до кипения при постоянном помешивании. По мере нагревания масса начнет густеть. Температуру уменьшаю до минимальной и довожу до кипения. Очень важно постоянно помешивать, чтобы не образовались комочки. Как только начнут появляться первые бульки, держу на огне еще 1 минуту, чтобы заварился крахмал. И снимаю с огня. Даю массе немного остыть. Пока начинка остывает, подготовлю сливы. У меня здесь 1,5 килограмма сочных сладких слив. От сладости фруктов зависит количество сахара в начинке. Если вы сладкоежки и любите послаще, то в начинку можете добавить еще 50 граммов сахара. Разрезаю на 2 половинки и удаляю косточки. Сливы я, конечно же, заранее промыла и обсушила от влаги. Итак, все ингредиенты подготовлены, начинка остыла. Тем временем подошло тесто. Можно приступать к сборке пирога. Заранее подготовила противень, застеленный пергаментом и смазанный небольшим количеством растительного масла. Теперь подпыляю стол мукой, выкладываю тесто и раскатываю его в тонкий прямоугольный пласт размером с противень. Размер моего противня 40 на 32 сантиметра. Если вам будет удобнее, то можете раскатать тесто на пергаменте, а потом вместе с пергаментом перенести на противень. Я же вначале раскатываю на столе, а потом переношу на противень. Еще я сделала бортики с каждой стороны по 1 сантиметру. На тесто выкладываю всю маковую начинку,
Она уже остыла и еще больше загустела. Размазываю лопаткой по всему тесту равномерно, чтобы получилась одинаковая толщина. На маковую начинку выкладываю все подготовленные сливы срезом вниз. Можно разложить по принципу черепицы, а можно просто все половинки разместить плотно друг к другу. Пирог выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 35 минут. Смотрите по состоянию вашей духовки. На готовность проверяю зубочисткой. Пирог получается нереально вкусный, нежный, ароматный за счет добавления лимонной цедры. Сливы идеально сочетаются с маковой начинкой. Этот пирог непременно достоин того, чтобы сохранить рецепт и приготовить. Я всем рекомендую побаловать себя этим чудесным изысканным пирогом. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А в следующем видео я поделюсь рецептом вкуснейшего рулета с необычной начинкой. Такой рулет идеально подойдет для праздничного стола, встречи гостей или семейного ужина. Чтобы не пропустить видео, нажимайте на колокольчик. Я всем желаю приятного аппетита!